Ну что же, я всех приветствую, всех зрителей программы «Особая история» с Дмитрием Травиным. Здравствуйте и вам, Дмитрий Яковлевич. Здравствуйте. Мы сегодня продолжим с вами разговор про книги, но не просто о книгах, а вот я бы обратил внимание на то, как они еще и формируют наше представление о прошлом. И одно из этих направлений – это тема нацизма и нацистской Германии. Она, кстати, по-прежнему одна из самых востребованных. Я посмотрел тут анализы, и говорят, что примерно 10% российского рынка книжного, ну, в интеллектуальных магазинах, не во всех-всех, да, а как бы те, которые продают интеллектуальную литературу, это книги либо о нацистской Германии, либо о приходе к власти нацистов, либо о том, как нацисты, как Германия преодолевает свое нацистское прошлое. Это я просто в руках держу книгу Александра Борозняка «Жестокая память». Вот. И поэтому, собственно, ваша идея была вообще поговорить просто про такие книги. Давайте с этого и начнем. Давайте с этого начнем. Я посмотрел на некоторые вопросы, комментарии, вопросы, которые появились к нашей предыдущей программе, и в частности обратил внимание на такой момент, который тоже меня подвигнул на сегодняшний разговор. Один из наших зрителей задал вопрос, а как изучать историю. Ну, как российскую более-менее понятно, а вот как зарубежную, если книг мало, если знание иностранных языков не самое лучшее и так далее. Вот как раз очень важно отметить то, с чего вы, Валерий, начали разговор. У нас сегодня в издательском деле сформировалась совершенно уникальная ситуация. Это мало кто представляет, но я, поскольку очень много работаю с книгами и много покупаю, об этом говорю уже не первый раз. У нас просто издательский бум. Огромное число книг выходит в том числе по истории зарубежных стран. Активно работают переводчики, издатели. Такого не было практически никогда. Вот возможности, нам кажется, что в нынешней политической ситуации возможности для изучения всего, чего можно, должны как-то вот свертываться, а на место знаний приходит пропаганда. Э, Кажется, в университетах это действительно так. Я уже сейчас нигде не преподаю, но то, что слышу от коллег, да. Но это совершенно не так на книжном рынке. Наоборот, издают все больше интересной литературы. И человек, который хочет изучать э, историю, да, в общем, и политологию, социологию, сегодня получает потрясающие возможности для этого изучения. Просто надо быть самостоятельным, не быть привязанным к какому-то профессору, научному руководителю, который сегодня будет осторожничать гораздо больше, чем 5 лет назад. Надо быть смелым и решительным, приобретать книги, если не хватает денег на покупку книг, ходить в библиотеки, по крайней мере, в Москве и Петербурге практически все книги поступают в ведущие библиотеки. Что-то можно читать в интернете, правда, ну, тоже что-то надо обычно платить. Свободно вывешены книги, которые вышли уже довольно давно. Вот, обратите на это внимание. Возможностей масса. И в качестве примера мы действительно сегодня кое-что расскажем о истории Германии середины XX века. Я за этим слежу давно, и, конечно, на эту тему книг издавалось и раньше немало, в основном переводных, но то, что произошло за последние года три, это просто целый переворот на книжном рынке. Ну вот смотрите, я буду кое-что рассказывать и даже показывать для того, чтобы это все было не общими словами. Что представлял собой вот сегмент книжного рынка где-нибудь там лет 10, 15, 20 назад? Поскольку у нас люди предпочитают из серьезной литературы читать в основном биографии знаменитых людей, и, в общем, на этом рынке самыми интересными книгами были, как правило, биографии. В частности, выходило несколько биографий Гитлера, и через эти биографии можно было вообще познакомиться с
тем, что происходило в Германии в период формирования гитлеризма и гибели гитлеризма, поскольку хорошая биография – это, как правило, биография написана на широком историческом фоне. Вот, например, книга, которую я прочел еще в 90-е годы. Так, да, вот, кажется, так более-менее видно. Да, Фест А, Адольф Гитлер. Да, ну я просто буду показывать, но, естественно, я буду произносить название, так что здесь неважно, если немножко будет не видно название. Йоахим Фест, Адольф Гитлер. Это трехтомная биография, которая вышла еще в 90-е годы, и по сей день, пожалуй, является одной из самых увлекательных биографий Гитлера. Там сделан большой акцент на психологические моменты. Скажем, мой любимый эпизод, когда автор этой биографии описывает митинги, на которых выступал Гитлер, магнитофонные записи, которые тогда делались, и автор книги делает вывод, что это была просто какая-то эротическая сцена. Стоны, которые произносила толпа, напоминали соответствующий акт. Гитлер овладевал этой толпой как насильник, наверное, можно сказать. Несколько позже вышла другая биография Гитлера. Адольф Гитлер, автор Вернер Мазер. Вот она. Это один том, книга сделана как более научная, там масса деталей, связанных, собственно, с биографией самого Гитлера. Там, из какой семьи, как он, где родился, там, а верно ли, что его предки были евреями, а верно ли то, верно ли все, вот какие-то такие вещи. В принципе, такого рода литература, наверное, могла бы выходить и дальше. Я сейчас не показываю все биографии Гитлера, которые выходили на русском языке. Но то, что происходит сейчас, вносит существенный перелом. Вот книга, которая вышла в прошлом году, я ее прочел совсем недавно, и это очень необычная книга. Вот, она огромная совершенно. Вот Да. даже вот совсем в кадр не влезает. Значит, Мгм. автор Райнер Цительман, Гитлер, мировоззрение, революционер. Подчеркиваю, Гитлер, мировоззрение, революционер. Интересное Это, название. да, это не биография Гитлера. Из этой книги вы не узнаете, где он родился, как там учился, как стал нацистом, антисемитом и так далее. Это именно анализ его мировоззрения. Когда я прочел эту книгу, я специально перечитал Вернера Мазера, вот, которого я только что вам показывал, биографию Гитлера, и обнаружил, что у Мазера, хотя это очень качественная биография, слово «эволюция», «эволюционер» встречается, кажется, один или два раза. То есть Гитлер подается как совершенно не эволюционер, как человек совершенно другого типа. А Цительман, изучивший все выступления, все публикации Гитлера, все тексты, которые можно было изучить, показывает с огромными цитатами, вот книга такая большая, потому что там цитаты очень длинные. То есть Цительман не стесняется сделать свою книгу несколько более тяжелой для читателя. Показано, что, конечно, Гитлер считал себя эволюционером. То, что он сделал в Германии, он и его приближенные считали революцией. Это был радикальный отход от капитализма. Но просто надо понимать, что эволюции бывают разные. Бывает эволюция социалистическая, бывает национал-социалистическая. И задачи у них различные. Социалистическая эволюция делает упор на классовую борьбу, пролетариат против капиталистов. Национал-социалистическая вполне может пойти на союз с капиталистами, с крупной буржуазией, особенно той, которая производит оружие. И, конечно, если эта буржуазия не еврейская. А врагами, соответственно, являются представители тех наций, которые считаются неполноценными. От капиталистов до простых местечковых евреев, которых где-нибудь в Польше сгоняли в лагеря смерти и потом уничтожали. Вот книга Цительмана – это фактически переворот. Я уверен, что эта книга у нас не появилась бы на книжном рынке, если бы не тот огромный интерес истории Германии середины XX века, который сейчас проявляют читатели.
Просто некоторые книги трудно переводить и издавать, если они явно не окупятся, то издатель только на какие-то гранты может это делать. Окупаются обычно биографии. Вот. Все остальное гораздо сложнее окупить. Ну, биографии, либо какие-то батальные сцены. У нас есть немало мужчин, которые обожают читать книги военно-исторические. Вот. Такого рода литература в истории Германии XX века тоже довольно много в магазинах, но я ее комментировать не буду. Я в такие вещи, в такие детали обычно не влезаю. Хотя биографию Эрвина Роммеля, например, читал, это было довольно интересно. Смотрите, чем еще интересна книга Цетельмана в сравнении с другой книгой, которую я тоже сейчас покажу чуть позже. Когда я 45 лет назад был студентом и учился, изучал на экономическом факультете Ленинградского университета, в том числе экономические аспекты истории Германии, нам рассказывали, что германский национал-социализм, фашизм – это есть реакционное проявление капитализма, которое вот в такой крайней форме образовалось для того, чтобы бороться с социализмом, российским, большевистским социализмом. То есть фашизм отождествляется именно с капитализмом. Различие между самореакционной и менее реакционной формами капитализма не такое уж большое, учили нас 45 лет назад. Я какое-то время думал, что это чисто марксистский подход. Потом оказалось, что не совсем. Лет 10 назад у нас вышла вот такая книга, перевод довольно известного исследования немецкого ученого. Значит, у нее своеобразное название «Бегемот». Действительно, вот слово «бегемот». Это не по зоологии книга. Значит, «Бегемот», двоеточие, структура и практика национал-социализма, автор Нойман, Фридрих Нойман, Франц Леопольд Нойман. Вот. Значит, слово «бегемот» сейчас подробно объяснять не буду. Есть два библейских таких монстра, Левиафан и Бегемот, которые отождествляются с государством. Вот Томас Гоббс в свое время написал книгу «Левиафан», Нойман написал книгу «Бегемот» по толщине большую даже, чем книга Гоббса. Сейчас не объясняю, чем одна зверюшка отличается от другой. Важно другое. В книге «Бегемот» Нойман проводит вот ту же самую мысль, что и марксисты, поскольку Нойман человек левых взглядов, а книга эта написана была в 40-е годы, то есть она была защищена как диссертация в Соединенных Штатах Америки во время войны, и к 1944 году была уже полностью закончена. И Нойман пытался показать, что гитлеризм – это все-таки разновидность капитализма, и отход от капитализма там, конечно, есть, но не такой уж значительный. Поскольку капитализм – это когда правят капиталисты, когда они получают прибыль. А Нойман показывал, что капиталисты при гитлеровском режиме получали прибыль от того бизнеса, который они вели. Вот Цетельман полностью пересматривает этот подход. Прибыль прибылью, но капитализм – это рынок, это конкуренция, это рыночное ценообразование, это стимулы, которые задает бизнесу рынок. Гитлеризм все это не полностью уничтожил, но сильно скорректировал. Появилась плановая административная экономика, появился упор на военно-промышленный комплекс. Это более-менее известно, сейчас не рассказываю подробно. Таким образом, книга Цетельмана, она полностью пересматривает этот подход и показывает, что Гитлер действительно осуществил своеобразную революцию, сделав капитализм неэффективным, посадив свой народ на карточки, доведя его почти до голода, в общем, практически, можно сказать, до голода к концу войны. И вот все это было, своеобразным революционным переворотом, только не марксистско-социалистическим, а национал-социалистическим. Затем еще один любопытный момент. Извините, Дмитрий Яковлевич, потому что, у нас был вопрос от Андрея, который
у нас своя аудитория. Он читал и Цетельмана, и Ноймана. И вопрос у него Мгм. такой. Насколько мне известно, у них разные подходы, но это вы сейчас об этом сами сказали. А насколько вообще возможно в книге дать однозначное объяснение природе нацизма или любые попытки упрощения, это уже искажение. Это немного не в сторону от нашего разговора, но уж раз у нас есть зритель, который обе книги прочитал, наверное, можно как-то и ответить, уважить его. Мгм. Я думаю, что хороший автор должен стараться дать в своей книге целостное, комплексное объяснение того явления, которое исследует, но иногда он может по понятным причинам не ставить задачи комплексного исследования. Если книга научная, а не научно-популярная, то автор будет больше бить в одну точку, изучая один аспект проблемы и не затрагивая другие, которые в науке он считает уже достаточно известными. Это сложность для читателя, для покупателя книг. Не всегда покупатель может, придя в магазин, сориентироваться, что он получает. Ну вот я сегодня в своем рассказе пытаюсь помочь. Еще раз подчеркиваю, что у Цетельмана книга научная, вы из нее не получите биографии Гитлера, но ваше представление о Гитлере сильно изменится. А Йоахим Фест – это блестящая биография. 3 тома читаются на одном дыхании. То есть очень толстая книга, но читать не скучно, потому что это вот именно то, что нужно было для широкого читателя. Вот. Ну и, конечно, в сложных проблемах существуют дискуссии, поэтому, в принципе, может существовать и точка зрения Цетельмана, и точка зрения Ноймана. Вполне возможно, что кто-то со мной бы сейчас готов был поспорить, отстаивая позицию Ноймана, и тогда мы очень серьезно углубились бы в экономические детали для того, чтобы все-таки разобраться, а что такое капитализм. Капитализм – это система, при которой частный собственник извлекает прибыль, или капитализм – это система, при которой рынок задает цены и стимулы для собственника, который, кстати, иногда может быть не частным, а государственным. Вот я сейчас углубляться не буду, но вот это нормальный подход, и разные авторы могут придерживаться разного подхода в этой связи. Особые истории с Дмитрием Травиным. Следующий очень интересный момент, на который я хочу обратить внимание. Есть такой немецкий писатель Томас Манн. Ну, в принципе, один из самых-самых известных немецких писателей, лауреат Нобелевской премии по литературе. Мой самый любимый немецкий писатель, ну, может, наряду с Германом Гессом. Тот, кто хорошо знает Томаса Манна, обычно читал 2-3 его романа. Естественно, Буденброки, самый знаменитый роман, за который он получил Нобелевку. Тот, кто интересуется проблемой, которую мы сегодня обсуждаем, конечно, читал доктора Фаустуса. Это один из последних романов Томаса Манна с анализом того, как Германия докатилась до жизни такой. Но в романизированной форме, естественно, это судьба героя, а не анализ нацизма как такового. Ну, обычно еще читают «Волшебную гору», другие произведения реже. Но, да, и когда я знакомился с Томасом Манном много-много лет назад, что-то читал из собрания сочинений, которое выходило у нас в 10 томах в 60-е, не помню точно, ну, примерно тогда. Что-то покупал в отдельных изданиях, и только в последние годы я получил возможность прочесть публицистику Томаса Манна. Точнее, часть публицистики входила в 10-й том, но это не самая интересная публицистика. Смотрите, вот в 16-м, кажется, году, нет, даже раньше, в 15-м году, вышла у нас вот такая вот книга в издательстве АСТ. Томас Манн «Размышления о политичном». Да, издательство АСТ. Это книга, которую Томас Манн писал 4 года в Первую мировую войну. В 14-м сел, в 18-м закончил. То есть вот столько, сколько шла война, он сидел и писал. Он обычно медленно пишет. А только что, в прошлом году, вышла другая книга. Вот она. Называется «Томас Манн.
«Слушай, Германия». Радиообращение 40-45 годов. Издательство Ивана Лимбаха, 24 год. Кто немножко знает биографию Томаса Манна, понимает, что он эмигрировал от нацизма. Сначала жил в Швейцарии, затем жил в Соединенных Штатах. И какое-то время он выступал по радио с обращениями к немецким слушателям. И в этих обращениях он разоблачал гитлеризм, ну и по возможности агитировал их как-то сопротивляться гитлеризму, ну и уж, по крайней мере, не сопротивляться действиям тех, кто с гитлеризмом борется. Как только вышла вот эта последняя книга «Слушай, Германия», я просто стал делать текстуальные сопоставления. По-моему, кроме меня это никто не сделал еще. Это удивительно интересная работа и шокирующая, просто шокирующая. Дело в том, что в годы Первой мировой войны Томас Манн, конечно, был немецким националистом. Подчеркиваю, не нацистом, националистом. Это разные вещи, сейчас не вдаюсь в детали, долго объяснять. И Томас Манн уже тогда серьезно расходился со своим старшим братом Генрихом, который, конечно, был космополитом, франкофилом, демократом, вот, чем точно не был Томас Манн. А в годы Второй мировой войны, то есть спустя примерно 25-30 лет, Томас Манн выступал с позиции антинацизма, антифашизма и с позиции вот, того сопротивления, которое Гитлеру оказывается. И я просто по отдельным фразам сравнивал позицию Томаса Манна в годы Первой и в годы Второй мировой войны. Как будто разные люди писали. Вот поймите, я сейчас это говорю не для того, чтобы осудить Томаса Манна. Он был и остался моим любимым писателем. Но это просто шокирует. В годы Первой мировой войны он пишет о том, что демократия ужасна, что немцы никогда не смогут стать демократами, что это все нам глубоко чуждо. Более того, что именно хаос демократии довел нас до мировой войны. Очень серьезная критика демократии. Более того, с его точки зрения, именно демократия породила мировую войну. То есть он не считает, что Германия, по крайней мере, участвовала в порождении мировой войны. Это все породили демократы. Правда, он не объясняет, как, но вот таково его мнение. И более того, он подчеркивает в годы Первой мировой войны, что война была в значительной степени порождена той ненавистью, которую англичане, французы испытывали к немцам, к немецкому государственному строю, к немецкому порядку. То есть вот они как бы улыбались нам, немцам, а в это время таили злобу, ненависть. И, наконец, вот во время мировой войны все это проявилось. Как это похоже? Я какие-то параллели вижу. Похоже, да, очень похоже. Вот, в годы Второй мировой войны он пишет о том, что сопротивление нацизму – это единственный шанс спасти демократию, что только демократия может обустроить послевоенную Европу, что Германия буквально рождена для того, чтобы войти вместе с Англией и Францией в эту демократическую семью народов, что ли, и так далее. Я сейчас не зачитываю цитаты, это все можно и посмотреть в книгах. Более того, я сейчас сделал большой немецкий обзор, вот, который кратко сейчас пересказываю, для свежего номера журнала «Горби». В свежем номере журнала «Горби» вы можете подробно, с цитатами все это посмотреть, все, что я сейчас кратко рассказываю. Ну вот, то есть Томас Манн изменился полностью. И вот почему, мне кажется, на это важно обратить внимание. Надо понять, что даже такие выдающиеся интеллектуалы, как Томас Манн, не могли сразу понять ту катастрофу, в которую втягивалась Германия. Это сложно. Кому-то из нас кажется, что ну вот как только страна встала на путь национализма, это уже все, уже клеймо. Нет. Томас Манн рассуждал совсем по-другому, и по-своему он был убедителен вот в этих размышлениях о политичных. Если вы прочтете эту довольно толстую книгу, ну, с позиции того, что мы знаем сегодня, она, конечно, ужасает, но попробуйте встать на позиции человека 2014 года,
1914 года, и вы поймете, что Томас Манн по-своему логичен. И нужны были колоссальные исторические события, колоссальные перемены и большая интеллектуальная работа, которую Томас Манн сам проделывал, для того, чтобы понять, что то, к чему его так тянуло в годы Первой мировой войны, и почему он Первую мировую войну считал спасительной для Германии и не обращал практически внимания на миллионные жертвы, почему вот где-то к 30-м годам он осознал катастрофичность этой позиции и в 40-е выступал уже с совершенно других позиций. Да. Правда, надо сказать, Да. к сожалению, ни разу не признав, что он пересматривает свои собственные взгляды. В тексте, который мне доступен, не знаю, может, в каких-то других текстах это есть, но в тексте, который мне был доступен, ни одной попытки признания того, что он пересматривает свои взгляды. Вот, так что вот очень советую обратить внимание на историю, которая формируется вот этими двумя совершенно разными книгами и текстами, обратить внимание всем тем, кто очень так однозначно делит мир на черное и белое и считает, что всякий, кто сейчас не с нами, он против нас. Причем это касается людей, которые стоят по ту сторону баррикад, по эту сторону баррикад. Все сложнее, и даже Томас Манн проделывал вот такую вот сложную работу, и в конечном счете, благодаря этим своим выступлениям по радио, он, наверное, сделал для того, чтобы немцы, слушающие радиоголоса, переосмыслили свою позицию, сделал больше, чем многие из тех, кто еще в годы Первой мировой войны понимал, к чему германский национализм может рано или поздно прийти. Дальше. Следующий момент. Вот сейчас я вам покажу книгу, с которой фактически начинался вот этот вот переворот в книгоиздании на германскую тему, причем начинался еще не 3 года назад, а, кажется, эта книга вышла в 2016 году в издательстве Ивана Лимбаха. Вот оно. Конечно, Значит, да. Да. Автор Себастьян Хафнер «История одного немца». Инициатором и переводчиком этой книги был известный Никита петербургский Елисеев. интеллектуал, в прошлом библиограф Российской национальной библиотеки Никита Елисеев. Он мне рассказывал, как, мы с ним в свое время часто виделись в библиотеке, он там работал, я сидел, читал книги. Он мне рассказывал, как ходил по издательствам, пытался заинтересовать издателей этой книгой, а когда те узнавали, что ее написал антифашист, они совершенно теряли к ней всяческий интерес. Потом оказалось, что эта книга антифашиста издавалась, переиздавалась, допечатывалась, имела колоссальный успех. Значит, что такое вот эта вот книга Себастьяна Хафнера «История одного немца»? Это мемуарно-аналитические воспоминания немца, который жил в гитлеровскую эпоху, и он рассказывает о том, вот как люди становились сторонниками гитлеризма, что их увлекало, что привлекало, о том, как, вот здесь буквально можно даже кратко зачитать какие-то эпизоды из этой книги. Невозможно себе представить, насколько ребяческими по самой своей сути являются теории, которые способны поднять массы и повести их за собой, пишет Хафнер. То есть нам кажется, что здесь нужны какие-то большие интеллектуальные действия. Нет, люди как дети буквально откликаются на такого рода призывы. Война, как великая, вдохновенно волнующая игра народов, способная одарить более глубокими переживаниями и более сильными эмоциями, чем все, что может предложить мирная жизнь, таков был с 14 по 18 год ежедневный опыт целого поколения немецких школьников. И это стало основой позитивного образа нацизма. То есть немецкие школьники учились на военном опыте, проникались романтическими идеями, и потом они готовы были стать нацистами и пойти воевать уже в следующую мировую войну. Вот такого рода рассказов изнутри очень мало. И очень хорошо, что потом издательство Ивана Лимбаха продолжило публиковать книги немецкой серии. И
Сейчас уже целая полочка таких книг сформировалась, но я, естественно, не буду рассказывать обо всех. У нас на это времени нет, да это и не нужно. Там есть более удачные, менее удачные издания. Какие-то хороши для научного сотрудника, изучающего историю Германии, но, может быть, менее интересно для массового читателя. Но, скажем, вот эту маленькую книжку я точно могу порекомендовать. Вот она, автор Стиг Дагерман, «Немецкая осень». Дагерман – это шведский, не немецкий, а шведский журналист, который приехал из Швеции, то есть из невоевавшей страны, в 1946 году в абсолютно разрушенную Германию. И у него, естественно, был очень свежий взгляд на немцев. Он хотел понять, вот, что происходит с немцами. И Дагерман обратил внимание на то, что вот в этой голодной, несчастной, разрушенной стране, которая так отличалась от Швеции 1946 года, не разрушенной, сытой, цивилизованной, вот в этой страшной стране немцы фактически даже после поражения не способны признать, что гитлеризм был плох. Там Томас Манн им говорил по радио, американцы их денацифицировали, чего только с этими немцами не делали. Но они не могли признать, что гитлеризм плох. По очень простой причине. Вот это нам очень важно понимать, потому что у нас в России долгое время царил миф. И вот я сейчас признаю и свои ошибки. Я этот миф разделял, мне он казался правильным до тех пор, пока я не начал серьезно работать с книгами и переосмысливать вот то, что этот миф нам вколачивает. Значит, был такой миф, что денацификация изменила немцев. Нацистов наказали, отделили овец от козлища, а те, кого не наказали, вот те должны были на примере этих процессов по денацификации переосмыслить все, что произошло, и стать хорошими немцами. Все не так. Это показывает Дагерман, и это показывают и другие книги. Вот я сразу же покажу еще одну книгу. В отличие от Дагермана, Дагерман – это крохотная книжка, ее можно за 2 дня прочесть. Вот эта книга – здоровенный двухтомник. Это вообще вот самое толстое, что на сегодняшний день издано по истории Германии XX века. В издательстве «Новое литературное обозрение». Автор Ульрих Херберт. Херберт – это фамилия, Ульрих – это имя. История Германии в XX веке. Я показываю первый том, но это значит двухтомник. Вот там тоже подробно рассказывается в соответствующей главе о том, что происходило с немцами после Второй мировой войны. Голодный человек, живущий в землянке или на развалинах своего дома, а дома во всех крупных немецких городах были разрушены англо-американскими бомбардировками, вот такой несчастный человек размышляет очень просто. При Гитлере у нас был дом, и можно было кушать. Сейчас у нас нет дома и нечего кушать. Значит, при Гитлере все-таки было лучше. Это не ватники так рассуждают. Это немцы, которые выросли в так называемой цивилизации Гёте и Шиллера. У нас иногда любят говорить, что вот есть западные цивилизованные народы, есть там наши дикие народы, которые сплошь какая-то помойка у них в головах. Нет. Вот и Дагерман, и авторы, на которых опирается Ульрих Херберт, показывали, что немцы рассуждали примерно так. И денацификация не очень их затрагивала. Процессы по денацификации шли. Главное, что немцы на этих процессах стремились понять, они стремились сделать вот в ходе этих процессов, это как-то себя оправдать. Искали все возможные оправдания, приводили их на суде. Более того, приводили знакомых евреев, которые за 200 марок, Стиг Дагерман даже тариф указывает, за 200 марок евреи говорили, что вот этот немец был хорошим немцем, он не был нацистом, он хорошо относился к нам, евреям, и все такое прочее. Вот это реальная картина послевоенной Германии. А если говорить о том, когда Германия по-настоящему денацифицировалась,
И здесь я опять сошлюсь на двухтомник Ульриха Херберта. Очень серьезная, основательная книга. Очень советую ее всем читателям. Но, понятно, двухтомник читать надо долго, усидчиво, и денег он стоит. Хотя, на мой взгляд, все-таки не настолько дорогая книга, как мне казалось, когда я ее покупал. Вот в этом двухтомнике показано, что истинный отход от идеологии национал-социализма произошел в 70-е годы, 60-е, 70-е годы, когда выросло новое поколение немцев, и по принципу противостояния отцов и детей, вот эти дети, выросшие, стали говорить: так папа мой, оказывается, был нацистом. Вот, оказывается, папа какой ты был. И евреев ты не любил, и не протестовал против Гитлера. Вот почему ты, папа, не восстал против Гитлера? У папы, понятно, своя правда, тоже можно догадаться, какая. Вот. Но как бы то ни было, в результате этого противостояния немецких поколений к 70-м годам сформировалось представление о том, что гитлеровский нацизм был отвратителен, жесток, преступен, то это позор для истории Германии. И хотя вот поколение отцов, тех, кто выжил после Второй мировой войны, создали то экономическое чудо, благодаря которому поколение детей, собственно, выросло и смогло учиться в университетах и не голодать. Вот это тоже очень важно, что те, кто был ребенком в годы Первой мировой войны и кого Хафнер описал как фанатичных поклонников войны, те, кто во Вторую мировую воевали и чудом выжили на Восточном фронте, наши солдаты их не добили. Вот эти же люди, вернувшись в Германию, создали экономическое чудо и построили благополучную, сытную Германию 60-х, 70-х. А вот их дети, уже получив университетское образование, полностью осуществили денацификацию, сказали, что наши папы были нехорошими, режим, который был при них нехороший, и вот теперь мы должны уже осудить это преступное прошлое, выплатить компенсации тем людям, которые пострадали от нацизма, и предпринять такие шаги, чтобы больше никогда не допустить повторения подобной преступной системы в нашей стране. Вот сложно устроенная история. И вот это понимаешь, когда читаешь книгу за книгой, и сегодня у нашего читателя такая возможность есть. Вот у меня еще, конечно, некоторые книги отложены, но я уже долго говорю, и, наверное, у нас есть еще какие-то вопросы. Последние минуты, может быть, мы на это потратим. Да, хорошо, конечно. Я только зрителей еще раз забыл им сказать, и поэтому еще раз, как обычно, я попрошу поставить лайки, потому что это важно для продвижения видео, и пишите комментарии, свои вопросы. Здесь просто отдельное уточнение, может быть, вы про это что-то скажете, а потом уже к вопросам перейдем. Все-таки 70-е годы, которые случились после 68-го, после вот этих вот студенческих протестов, которые захватили всю Европу, и не только Германию, но и Францию и так далее, и когда студенты тоже задавали неудобные вопросы, думаете, это связано или нет? Вот общая волна вот этого молодежного движения. Конечно, это связано. Очень хороший вопрос, отвечу на него сейчас кратко, поскольку тема уже другая, может, как-нибудь к ней вернемся. Там тоже есть книги, которые можно обсудить. Конечно, одним из элементов протеста 1968 года в Германии была идея денацификации. Потому что эти молодые студенты, их папы были нацистами, их профессора часто были нацистами. Уж там история Мартина Хайдеггера одна чего стоит. Не буду сейчас подробно пересказывать. Хайдеггер – это, в общем, весьма колоритная персона в этом смысле. Но люди, протестующие против тоталитарных систем, бывают очень разными. Вот это и для нас очень важно, потому что мы сталкивались в свое время с похожими вещами при выходе из советского социализма. Понять то, что наше прошлое преступно и тоталитарно, в России, в Германии, не знаю, на юге Соединенных Штатов Америки после войны Севера и Юга, в Испании после инквизиции, вот понять это все не так уж трудно.
Любой дурак поймет, когда ему уже все объяснят, все покажут. И отказаться от своего старого тоталитарного преступного прошлого сможет и любой дурак. А дальше встают сложные выборы. А куда дальше? И вот в ходе возникает очень широкий протест против прошлого. А дальше поколение протестующее делится на три группы. Об этом тоже есть у Ульриха Херберта в его «Истории Германии». Сейчас очень кратко скажу, надеюсь, не перевру там ничего. Первая группа – это демократический протест. Это хорошо образованные и сознательные люди, все осмыслившие. Они становились молодыми партийцами в христианских демократах, социал-демократах и начинали строить вот эту новую Германию, по-настоящему демократическую, в которой разные партии борются между собой цивилизованными методами. Вторая группа – это болото, те, кто, в общем, так никуда и не пошли. А третья группа – это молодые радикалы, которые из одной крайности бросаются в другую, потому что знаний не хватает, мозгов не хватает, а кровь бурлит. И им кажется, что если мы сегодня боремся с правым радикализмом, то надо удариться в левый радикализм. Вот из этих левых радикалов появлялись сталинисты, маоисты. Раз Советский Союз боролся против нацистской Германии, значит, Советский Союз хороший, и все, что было в Советском Союзе, хорошо. Поэтому давайте мы создадим красные бригады, давайте мы создадим какой-то Красный фронт, и будем с позиции советского социализма бороться против преступных наследников национал-социализма. Вот такого рода процессы, они возникают, к сожалению, после падения любого тоталитарного режима. Просто то, что раньше было черным, меняется на белое, а если черное было белым, соответственно, меняется в обратном направлении. Вот примерно такая картина была и в Германии. Особые истории с Дмитрием Травиным. Я сейчас, по-моему, задам этот вопрос и боюсь, что мы на него будем отвечать долго, но тем не менее. Александр спрашивает, как отличить исторический фастфуд от хорошей книги? Да, это очень сложный вопрос, конечно. Универсального совета здесь нет. Я кое-что говорил в прошлый раз. Ну, если это уж совсем фастфуд, ну, так же примерно, как вы отличаете фастфуд от ресторана. Когда вы заходите внутрь, вы видите, что это фастфуд, здесь гамбургеры делают и там самообслуживание, а вот здесь за углом настоящий ресторан, где столики, официанты, вежливые и так далее. Но это ведь не гарантирует, что в ресторане с вежливыми официантами вам какую-нибудь дрянь, отраву не дадут. Такое тоже может быть. Вот, поэтому, в принципе, когда вы покупаете книгу, стоит обратить внимание на то, есть ли список литературы, есть ли ссылки на источники. То есть, если серьезная книга, то автор старается в той или иной форме доказать свои положения. По ссылкам очень редко кто проходит, только научные сотрудники, да и то далеко не всегда. Но само наличие ссылки показывает, что автор с открытой душой относится к читателю. Да, вот если вы захотите меня проверить, не соврал ли я на странице 325 второго тома. Вы пройдете по ссылке, увидите, что я взял эти факты из такой-то книги, дальше вы купите ту книгу или в библиотеке ее найдете и проверите. А может быть, я соврал, может, там нет такой цитаты, а может, я ее неправильно понял, и смысл на самом деле прям противоположный. Вот такого рода научный аппарат должен быть. Но много научно-популярных книг издаются для простоты читателя без такого аппарата. Поэтому вот выходит научно-популярная книга без ссылок на источники, просто с краткой библиографией в конце. Это часто тоже очень хорошая книга, не значит, что ее надо отвергнуть. Но вот здесь, конечно, довольно сложно разбираться, и здесь масса косвенных механизмов есть. В какой-то степени я просто помогаю своим читателям. Вот сегодня мы сделали такой подробный обзор, но вообще-то я у себя в Телеграме время от времени пишу о разных книгах, которые читаю, и стараюсь показать, что хорошее, что плохое. Реже рассказываю о плохом, но если вижу что-то очень хорошее, практически всегда так или иначе упоминаю об этом.
Ну и не только у себя в Телеграме, иногда статьи пишу для разных изданий. Да, я здесь. Кроме, Ага, да, да, пожалуйста. кроме того, существуют серии. Ну вот смотрите, я сегодня упоминал одну серию издательства Ивана Лимбаха, вот эта немецкая серия. В целом эта серия, конечно, качественная. Когда я покупаю новую книгу, я уверен, что мне не втюхают какую-то ерунду. Вот с первой книги, переведенной Никитой Елисеевым, это хорошие, серьезные книги, что-то интересно, что-то не очень, что-то скучновато, что-то захватывает, но в целом вот эту серию вполне можно читать. Книга «История Германии» в 2 томах издательства «Новое литературное обозрение» открыла новую серию в издательстве «Новое литературное обозрение». Вот здесь даже сверху написано это название серии «Historia Mundi». Второй книгой этой серии был трехтомник Юргена Остерхаммеля «Преображение мира. История XIX века». Тоже очень интересная книга. Пока, кажется, больше в этой серии ничего не вышло, она только в прошлом году появилась. Вот, но по этим первым 2 книгам я делаю вывод, что когда выйдет третья, я, скорее всего, ее тоже приобрету. Моя книга «Как мы жили в СССР» вышла в серии «Что такое Россия?». Ну вот, она у меня тут тоже рядышком лежит. Вот, ну, ее уже многие видели. Вот здесь вот снизу название серии «Что такое Россия?» и оформление всюду стандартная буква «Р» от слова «Россия» на обложке каждой книги этой серии. Я читал многие книги из этой серии, хотя не все. Серия делается, на мой взгляд, очень качественной. Я был очень рад, когда мою книгу в эту серию приняли. Поэтому, если вы покупаете книги этой серии, скорее всего, вы не ошибетесь, они будут хорошими, качественными, хотя там ссылки на источники далеко не всегда даются. Эта книга специально, серия сделана специально как научно-популярная. Ну, вот какие-то такие вещи есть. Может быть, как-нибудь подробнее можно будет вообще на эту тему поговорить. Я подумаю еще о каких-то способах, как можно отличать фастфуд от качественной книжной еды. Виктория спрашивает, не знаю, что скажете, готовит подарок своему внуку-подростку и спрашивает, какую книгу порекомендуете в подарок подростку об истории нацизма, так, чтобы ребенок начал думать. Угу. Ну, в принципе, смотрите, мне даже, наверное, не надо отвечать на этот вопрос. Я сегодня рассказал о целом ряде книг об истории нацизма, и Виктория может в зависимости от своего понимания, она же своего подростка знает, а я-то не знаю, может выбрать какую-то из этих книг в зависимости от своего понимания. Но, конечно, самая обобщающая книга по истории Германии – это вот эта история Германии в 20 веке в 2 томах. Наверняка подросток ее не прочтет сразу, может, отдельные главы, но эта книга полежит у него и 10, и 20 лет, и через какое-то время, возможно, он к ней вернется. Ну, если что-то такое более простое, популярное, ну, знаете, вот покажу еще одну книгу. Я до нее не дошел, вот, может быть, стоит ее сейчас показать. Вот она. Значит, автор Харальд Йеннер, Йеннер фамилия, Харальд имя, «Волчье время. Германия и немцы в 45-55 годах», то есть послевоенное десятилетие. Это журналист, который написал очень простым популярным языком, как жили немцы в это время. Читается книга очень легко. И, в частности, одна из важных особенностей этой книги, я ее так сформулировал в своем тексте, чем больше нацизма в политике, тем меньше нации получается на выходе. Йеннер показал, как немцы перегрызлись друг с другом в послевоенное время. Когда мало было еды, негде было жить, когда западные немцы ненавидели восточных, которые бегут с востока на запад и съедают их масло, как сельские немцы ненавидели городских, потому что сельские немцы остались жить в своих домах, а городские-то разбомбили. Вот Йеннер это очень подробно рассказывает и читается довольно легко. Эта книга. Ну, не знаю, насколько, конечно, она подойдет именно подростку.
Ну вот здесь другой наш зритель Сергей вступает в спор с Викторией, но мне все равно приятно, что наши зрители тратят время и пишут, задают те или иные вопросы, и это выглядит как такой вопрос все-таки даже вам. Есть ли риск, что популяризация нацизма в литературе даже в критическом ключе порождает нездоровый интерес к нему? Вот. В литературе нет. Это точно нет. Вот я нисколько не боюсь издания такого рода книг, потому что нездоровый интерес порождается другого рода материалами. Так, Фильмы, которые расскажите. смотрят миллионы, могут порождать нездоровый интерес. Элегантно одетые нацисты в черной форме, с красивым аийским профилем и так далее. Да, так это и в советское время влияло. Помните, во второй части дилогии Балабанова «Брат», там вот герои приходят покупать оружие на черном рынке, и продавцом этого оружия является молодой человек по кличке Нацист. Это советский продукт, это не нынешний продукт. В какой-то мере, конечно, интерес к нацизму такой позитивный могут порождать книги по военной истории, потому что, как мы уже говорили в начале нашего сегодняшнего разговора, есть мужчины, в том числе и уже не молодого возраста, но не доигравшие в солдатики в войнушку в детстве, которые очень любят военную историю, но не столько потому, что они пытаются разобраться в том, как все происходило, в причинах, последствиях, а потому что им интересно следить за войной по книгам, там, кто кого в каком сражении разбил и так далее. Думаю, что таких меньшинство. Но по обилию книг в книжных магазинах вот такого рода, полагаю, что есть немало и очень незрелых читателей. Такого рода литература иногда может порождать, конечно, и становиться и своеобразной пропагандой нацизма. Но все, что я сегодня говорил, это точно не пропаганда, это научный анализ и в какой-то степени контрпропаганда. Есть там некоторые еще другие вопросы, но мне кажется, что это очень хорошая точка, которую, или запятая, которую можно сейчас поставить, а потом, если будет интерес у наших зрителей, мы обязательно к этому вопросу вернемся. Видите, это я к зрителям обращаюсь. Вы пишите вопросы, а мы их задаем. Вот это такой хороший, мне кажется, механизм. Все, спасибо большое. Спасибо, всего доброго.